я, позвольте, отрекомендуюсь, хозяин заведения Карл Фомич Чубиков, собственной персоной. Был у меня сейчас агент высочайшей утвержденной комиссии по участию России в Парижской всемирной выставке Феофан Карманов. В Париж нас зовут на выставку с пастилой. Вы наверняка слышали о Парижской выставке. Она откроется уже в следующем 1867 году. В Париже на Марсовом поле при участии весьма талантливого молодого инженера Гюстава Эйфеля будет воздвигнут павильон в форме эллипса из стекла и металла. Вот этот павильон разовьют на множество галерей. Галереи моды, машин, мебели, искусств. Покажут чудеса электричества, гидравлический пресс. Только что открытый металл, уран. Уран может вырабатывать энергию сам по себе. Ни дров не надо, ни угля. Но только представьте, какое лучезарное будущее ожидает всех нас, когда мы будем топить печи и самовары ураном. Нам, русским, тоже есть чем удивить мир. Только я вот думаю, если в Париж с пастилой ехать, это сколько ее приготовить придется. Работники понадобятся. Останетесь, поработаете. Вот такие вот разговорчивые. Ну, пойдемте, покажу вам заведение. Будете знать, где моечные, протирочные, сушильные. А то иной раз, знаете, самому приходится фаршу делать. Вон окошко собираете, чтобы все поместить. Работник новый, Вань. Говорят, останутся, поработают. Правда, что ли? Новенький? На полдень выходит. Это вас Господь привел. Хоть помогать. Утра, 8 вечера, харчи хозяйские. Ага. 42 копейки в день платить будут. Так что подумайте. Общежитие для работников кому надо. Сработаемся. Вот она, Я сам фабрика здесь наша, встречаю. моечное отделение. Яблоки сюда поднимаем на лифте с плодового хранилища, там внизу яблоки храним. Это лифт-подъемник. Дальше моем. Этот моющий барабан инженера Рейса. Ручку крутим, яблоки моем. Как помыть достаем, тогда высыпаем в обратную сторону. Вот яблоки помытые в корзинку высыпаем. Хорош, Вань, хорош. Дальше из этого яблока надо достать сердцевину. Это чтобы в готовой пастиле не было яблочных семечек. Для этого тоже механизм сердцевыниматель. Яблоко ставим и вот таким манером сердцевину долой. Сердца на уксус, яблоки на пастилу. Ванька, ты яблоки запек? Да, запеклись. Да. Там чугунок дожидается протирочный. Протирочную. Яблоки спеклись, перетирать начнем. На лавочку присаживайтесь, располагаете. Пастила надо, значит, простой вперед. Вань, ты гостям расскажи, как чего, я в контору пойду. Да, не сомневайтесь, все правильно, господи. Оно тут не хитрое дело. Яблоки надо запечь. Вот, видите, бессердечные. Но в школе запекли их в печах. Так вот чугунки такие возвернем. И надо яблоки из чугунка в сито металличное определить. И перетрем, пережмем вот таким манером яблочек через сито. Шкурка сверху остается, а вниз пюре выходит потихонечку. Шкурку, хоть кожицу, можешь не выкидывать, она на уксус в самый раз годится. А вот пюре на ледник охладить его надо на сутки, пущай стужается. Уже с холоду возвернем, коли влаги дает много, надо и влагу отцедить обязательно. Вот мешковина натянута. Пюре прокинем, отожмем, вниз сок потечет, только води какую подставить. Ну а сок, да хоть на петушки, на палочку, на конфекты, на монпасье. А вот пюре густое и холодное взбивается мутовками. Умеете, барышня, мутовка работать? Работать, как выйдете на работу-то завтра? Пойдем, надо осваиваться. И вы, милостивый государь, говорите вот совете. Вот ступайте, берите по мутовочке, вот мутовка, вот пюре. И вот таким манером работать с пюре разбивайте. Пожалуйста, бабушка. Только потише, а то замораетесь потихонечку, оно брызгается. Завтра вам фартуки дадим, тогда раздухаритесь. А сейчас одежу жалко. Вот так будете взбивать,
до той самой поры, покуда у вас пюре в цвете не поменяется. Оно побледнеет и попустеет. Вы увидите часа через 2. Нутовки начнут крутиться тяжелее. Ну а там уж белку с сахаром добавите. А яйца вон у вас, белок от желтку надо будет отделить. Желток на пастилу без надобности, желток зато потом пустим на лапшу какую. Ну или на пироги. Не важно, впрочем. Белок надо взбить до белопению, туда добавить. Сахару всыпать. Сразу весь сахар не ухайте. Потихонечку его туда добавляйте, продолжая при том взбивание. Ну и расчет. На пуд пюре 25 белков и 15 фунтов сахара. Запомнили? Молодцы. Ну и там взбивайте уж до полного взбития белопению. Можно и ягоды добавить, и ореху, хоть ананас, хоть тыкву. Это все дело десятое. Главное пюре взбить до белопения. Ну а так можно даже без белка и без сахара пюре взбить. Главное, чтобы пюре для пастилы было из кислых яблок. Ну вы ж поди знаете. Из сладких ни в жизнь пастила не получается. Пектину мало. А пектин вещество сгущающее, желирующее. Так что Антоновку пойдет или вот зеленку горскую отправить. Такое местное яблоко есть не станешь, но пастила славная. Да, ну так надо сказать. В старые времена доставалось, ежели в армии до пастилы охотница. Все ночи стоишь на леднике, да руки мозолишь. Сейчас, конечно, не то. Вон, по слабойке Карл Фомич выписал из Германии, немецкой, галштинскую систему, модель фаворит. За 2 часа пудов 5 забить это она может. Ну, не пользуемся, лопасти хлипкие оказались. Повзбивала, тогда повзбивала, лопасти погнуть. Додумать нужно, переделать, лопасти утяжелить. Так что умельцы наши лопасти тяжелее сделают, будем работать. А сейчас пока по старинке. Справитесь? Все может быть. Работайте. Через 2 часика вам смена придет. Но мы мешаться тогда не будем. Пойдемте. Пойдем, нам хозяйки вас представить, посмотрите, что вы видите. Работайте, я за вас словечко как-нибудь что запомню. А то с Ну ладно, ребят, шабаш, сейчас 2-я смена придет. Молодцы, усердные. По правде говоря, многие ночи пастилу выделывают. Но коломенская пастила особой избитостью всегда отличалась. От чего и выходит вот такая белопенная, пышная и пухлая. Как плечико дочки купеческой. Иван? Что? Карпович то, что говорит про Илюшу. Да, а ты себя с ним не равняй. А ты, кстати, как Фомич-то? В конторе. Пойди о Париж думает. О Париже? Чего это Вы вдруг-то? не слыхали? Что такое? Там такие дела творятся. Человек прибыл от государя. Государя? Заманивает как Фомича нашего на выставку в Париж с пастилой. На выставку с пастилой в Париже? Льготы. И льготы будут? Языком не буду я работать, давай печку ставить. Ты что делаешь? Печку строить. Ой, понаберут деревенских. Да она ж там сгорит, рамка деревянная. Печка у нас особая, постельная, по бокам сушильные камеры. Туда ставим. Там как на хлебных воздухах. 50-60 градусов. И будет сохнуть до 12 часов. И тут такая уж. Ой, да, вчерашняя. Кстати, глянь, посмотри вчерашнюю. Окрепла, нет? Париж зовут, да? Окрепла, подумать надо. Чё ты на нее уставился-то? Вы сказали смотреть. Смотрю. Вань, пастилу посмотреть, это значит послушать ее надо. Вот послушай, пищит, нет. Она что, мышь? Ладошками дави аккуратненько, да послушай, ну. Правда, пищу. Ну, значит, не окрепла, ставь обратно. Чего ты ее трясешь? Чтобы не пищала. Иди работай лучше, я подумаю. Как слышите? Ой, как Фомич, ты надумал, ты ехать, не ехать в Париж-то, а? А я тут думаю, поеду в Париж, а плодожорка яблоку нарисует. Кто ж тогда ущерб возместит, Эйфель, что ли? О, обо всем подумал. Плодожорку даже приплел. А про пастилу забыл? А как же забыл, про нее и думаю. Ох, думаешь. Да мелко думаешь, ты пошире-то подумай, глянь, что на белом свете-то делается. Из заграничных-то этих Европ на нас заморский искусство напирает. Ты вот это вот потише с Европой.
А что потише? Что потише? Сидим в колонне с пастилой своей потише. А народ уже за морскими конфетами угощается. Так и про пастилу забыть недолго. Прогресс цивилизации. Да? А ты вот в эту прогрессу и езжай. О, в самое пекло езжай, в Париж. Париж ведь это что? Законный учитель моды. А как распробуют там пастилу-то нашу, и пойдет у них на нее мода. Потому как это пастила, а не лягушачьи лапки в сахаре. И сила этой моды вернется к нам пастила наш через этот самый Париж на наш русский стол. Это верно. А для пущей красы подпусти к пастиле наши яблочки. Да ведь чего пробовала? Лимоны. Или пальцин с ананасами, с барских оранжерей. Попробуй ты там в Париж постигнуть нашу. Скажут, окей, very good, ля-ля, а японец просюсюкает что-нибудь. А русский человек как Как подумает? подумает, Скажет, зачем нам в Париж тащиться? За новомодней-то пастилой. когда можно к Карпу-Мичу прямиком на фабрику приехать? Какой ты умный, Карп. Весь в тебя. Ну, пойду скажу этому карману, что в Париж мы с тобой поедем. Ну, а вас, господа, приглашаем в наши конфетные мастерские. Пойдемте, провожу вас.